Что же на самом деле произошло в Нью-Йорке, что оставило миллионы поклонников безмолвными и вызвало шок в мировой индустрии развлечений и моды? Почему Чингук, золотой макне BTS, внезапно оказался в центре переговоров с одной из самых богатых компаний в Соединенных Штатах? Может ли этот момент стать поворотным моментом не только для карьеры Чингука, но и для будущего самих BTS? Эти животрепещущие вопросы доминировали в заголовках и обсуждениях в социальных сетях в течение последних нескольких дней, оставляя ARMY разрываться между гордостью, шоком и глубоким любопытством. Сцена «Неделя моды в Нью-Йорке весна/лето 2026», подиум, где самые влиятельные мировые дома моды борются за доминирование и где крупнейшие мировые иконы представляют свою идентичность миллионам зрителей по всему миру. И там, под ослепительным светом и бесконечными вспышками камер, стоял Чон Чингук. Больше не просто самый младший участник BTS, больше не просто певец, которого обожают за голос и харизму, а человек, который потряс самые основы моды и бизнеса. С одним захватывающим дух появлением, ровно в полдень 12 сентября 2025 года по нью-йоркскому времени или в 1 час ночи в Сеуле, Чингук стал центральной фигурой новой эры Calvin Klein под руководством креативного директора Вероники Леони. Зрелище было незабываемым, смелый, уверенный в себе и не похожий ни на что, что ARMY видели раньше. Он прошел по подиуму в смелом наряде, который лишь немного открывал его расширенную татуировку на груди и подчеркивал новые пирсинги на лице, включая едва заметную, но шокирующую булавку у подбородка. Это была не просто мода. Это было заявление о своей идентичности, независимости и бесстрашии. Но то, что произошло после шоу, ошеломило индустрию даже больше, чем визуальное преображение Чингука. Многочисленные инсайдерские сообщения свидетельствуют о том, что самая богатая компания Америки, чья оценка превышает $триллионы, предложила Чингуку ошеломляющий исторический контракт. Подробности остаются в тайне, но слухи говорят о суммах настолько астрономических, что они затмевают даже самые крупные рекламные контракты со знаменитостями в истории. И хотя Calvin Klein уже сделал Чингука лицом новой глобальной компании с марта 2023 года, этот новый шаг сигнализирует о чем-то гораздо большем, возможном кроссовере, который может переопределить влияние к поп-айдолов в западной корпоративной культуре. Тем не менее, фанатов терзает вопрос, как потенциальная сделка Чингука с американским корпоративным гигантом повлияет на будущее BTS, его отношения с ARMY и даже на его связь с Тэхёном и другими участниками группы? Спекуляциям нет конца, а вызванные ею эмоции невозможно игнорировать. От Сеула до Лос-Анджелеса, от Парижа до Сан-Паулу, ARMY собрались в интернете, анализируя каждую фотографию, каждый жест и каждое молчание того вечера. Некоторые выражали огромную гордость, празднуя восхождение Чингука в качестве мирового трендсеттера. Другие, однако, выражали беспокойство. Может ли этот контракт отвлечь Чингука от обязательств перед BTS? Было ли это признаком того, что американские корпорации пытаются заполучить Чингука, чтобы отдалить его от корейских корней? Реакция Тэхёна добавила еще один уровень интриги. Хотя он физически не присутствовал в Нью-Йорке, фанаты указывали на едва заметные знаки в его активности в социальных сетях: загадочный пост поздно ночью, мимолетный лайк под посторонней фотографией, а затем молчание. Было ли это совпадением? Или Тэхён тихо переваривал реальность того, что его самый близкий друг и одногруппник вскоре может быть связан с одной из самых богатых компаний Америки, что может навсегда изменить баланс сил в группе? Чтобы понять масштаб этого, мы должны взглянуть на траекторию Чингука. После окончания военной службы в июне 2025 года он вернулся к гражданской жизни с огромным предвкушением относительно своих следующих шагов. Calvin Klein, с которым он уже построил прочное партнерство с 2023 года, гарантировал, что его возвращение будет связано не только с музыкой, оно будет связано с покорением новой сферы – моды. Под ведением Вероники Леони Чингук стал воплощением нового Calvin Klein, смелым, экспериментальным, бесстрашным. Сотрудничество достигло кульминации в его появлении на NYFW, которое в считанные минуты взорвало интернет. Но пока модные критики восхваляли его смелость, а международные издания поместили его изображение на своих обложках, за кулисами происходило нечто большее. Руководители одной из самых влиятельных компаний Америки внимательно следили за ним.
Они видели не просто знаменитость, а империю в человеческом облике, художника, чье влияние простирается на континенты, культуры и отрасли. Через несколько часов после шоу поползли слухи о частных переговорах. Это была Apple, Amazon, Tesla или, может быть, Meta? Никто не мог подтвердить. Все сошлись во мнении, что Чингук получил совершенно уникальный подход. По словам инсайдеров, это предложение не только закрепит за Чингуком статус амбассадора бренда, но и позиционирует его как креативного партнера, потенциально позволяя ему влиять на глобальные компании, дизайнерские стратегии и даже цифровые проекты, сочетающие музыку, моду и технологии. Для ARMY эта мысль одновременно воодушевляет и пугает. С одной стороны, их кумир может оказаться в авангарде культурной революции. С другой стороны, чем глубже связи с американскими корпорациями, тем больше вопросов возникает о том, как это повлияет на его связь с BTS и долгожданное воссоединение группы после службы в армии. Время предложения выбрано не случайно. Участники BTS постепенно завершают службу в армии, и мир ждет их грандиозного возвращения в полном составе. Но пока фанаты предвкушают единство, сольное влияние Чингука стремительно растет до беспрецедентных высот. Станет ли этот контракт золотой возможностью, или же он посеет раздор? Примет ли Чингук такое предложение, если оно рискует отдалить его от братьев? Или он сможет использовать это, чтобы вывести BTS на еще более высокие мировые уровни? Молчание Тэхёна в этом контексте становится еще громче. ARMY давно восхищаются его связью с Чингуком, дружбой, выдержавшей годы славы, слухов и давления. Если Чингук действительно вступит в партнерство с самой богатой компанией Америки, роль Тэхёна в его судьбе будет подвергнута пристальному изучению. Поддержит ли он Чингука безоговорочно, или же почувствует тяжесть возможного расставания? Эмоциональная буря, окружающая эту историю, породила бесчисленное множество теорий. Некоторые фанаты утверждают, что это естественная эволюция Чингука, некогда застенчивого подростка, ставшего мировой иконой. Другие опасаются, что машины западного капитализма могут эксплуатировать его творческий потенциал. Правда остается скрытой, и эта неопределенность держит весь мир в напряжении. Даже когда Кэлвин Клейн отмечает рекордный момент с появлением Чингука на NYFW, спекуляции продолжают расти. Может ли роль Чингука в Кэлвин Клейн выйти за рамки моды и перейти в сферу технологий или развлечений благодаря этой слуховой американской сделке? Сможет ли он стать не просто лицом бренда, а одним из создателей мировой культуры? Время идет, и ARMY ждут. Ответит ли Чингук на слухи? Подтвердит или опровергнет ли HYBE, управляющая компания BTS? Или молчание затянется, оставляя поклонников метаться между надеждой и тревогой? Ясно одно, Чингук вышел за рамки айдола. Теперь он мировой феномен, стоящий на стыке музыки, моды и бизнеса. Вопрос, который сегодня терзает миллионы, прост, но в то же время монументален. Если Чингук согласится на сотрудничество с самой богатой компанией Америки, что это будет означать для BTS, для ARMY и для будущего мировой поп-культуры? Весь мир наблюдает. Модная индустрия трепещет. Бизнес-элита склоняется ближе, а ARMY затаили дыхание. Потому что в этот момент Чингук не просто идет по подиуму. Он переписывает историю. Посреди всей этой суматохи необходимо признать одну важную истину. Слухи о Чингуке и его предполагаемом контракте с самой богатой компанией Америки остаются неподтвержденными, спекулятивными и в конечном счете ложными. Хотя нельзя отрицать, что появление Чингука на неделе моды в Нью-Йорке 2026 года привлекло внимание всего мира и подтвердило его статус культурной и модной иконы, нет никаких фактических доказательств того, что крупнейшие корпорации США подписали с ним контракт или хотя бы получили от него такое сенсационное предложение. Эта история, пусть и эмоциональная и захватывающая, выросла из привычного цикла смешения реальных событий и преувеличенных домыслов. Роль Чингука как глобального посла Кэлвин Клейн вполне реальна. Его возвращение из армии в июне 2025 года вполне реально, и его новаторское появление на неделе моды в Нью-Йорке под руководством креативного директора Вероники Леони абсолютно реально.
Однако переход от этих проверяемых фактов к заявлению о контракте на $1 триллион – это тот случай, когда правда уступает место мифу. Мир моды часто процветает за счет зрелищности, и Капо Пайдоло не чужды громким заголовкам. Для ARMY эмоциональный накал, вызванный слежкой за каждым шагом Чингука, порой может стирать грань между новостями и слухами. Социальные сети усиливают этот эффект. То, что начинается как шепот, быстро становится трендовым хэштегом. И вскоре целые истории строятся на фрагментах домыслов. Предполагаемая реакция Тэхёна — еще один пример того, как фанаты и СМИ часто приписывают значение молчанию. Загадочный пост, ночной лайк или даже отсутствие комментария могут быть истолкованы как признак напряжения или эмоциональной борьбы, хотя на самом деле они могут не иметь никакого отношения к текущим домыслам. Важно помнить, что Чингук, Тэхён и остальные участники BTS неизменно подчеркивали свою приверженность правде, подлинности и связи с фанатами. На протяжении многих лет, когда беспочвенные слухи угрожали затмить общественное мнение, BTS полагались на прозрачность и силу доверия ARMY, чтобы двигаться вперед. Этот момент не должен стать исключением. Реальность очевидна, Чингук процветает, но его успех не зависит от сенсационных корпоративных предложений. Его творчество, его влияние в мире моды и его связь с ARMY сильнее любых слухов. Партнерство с Calvin Klein само по себе является новаторским сотрудничеством, доказывающим, насколько далеко идущим является его влияние. Предположение о том, что его карьера требует внешнего стимула со стороны так называемой самой богатой компании Америки, недооценивает правду. Сам Чингук — это бренд, его влияние и его сила. Почему же тогда такие слухи так легко распространяются? Ответ кроется в пересечении культуры фандома, цифровых медиа и человеческой тяги к драме. Поклонники хотят верить, что их кумира признают на самом высоком уровне. И СМИ знают, что заголовки о рекордных контрактах и шокирующих предложениях притягивают внимание. Но по мере того, как аудитория становится все более разборчивой, ответственность за отделение фактов от вымысла, восторга от преувеличения ложится как на журналистов, так и на фанатов. Для ARMY вывод должен быть скорее обнадеживающим, чем пугающим. Чингук не уходит из BTS ради корпоративной империи и не участвует в секретных переговорах, которые могли бы поставить под угрозу единство группы. Что он делает, и что гораздо важнее, использует свою платформу, чтобы расширить представление о том, чего может достичь K-pop Idol. Его появление на неделе моды было связано не с деньгами или контрактами. Речь шла об идентичности, креативности и разрушении барьеров. По мере того, как участники BTS постепенно возвращаются из армии, их общая сила снова окажется в центре внимания. Индивидуальные начинания Чингука, включая модные партнерства, следует рассматривать как взаимодополняющие, а не разъединяющие.